Если бы я сказал, что в Японии V века уже существовали железные технологии, которые до сих пор приходится собирать по шлаку как по уликам, ты бы поверил. Потому что именно так археологи сегодня и работают с эпохой Кофун. Они находят не готовую историю, а следы мастерских, где металл умел говорить о власти, войне и статусе. И чем точнее анализ, тем тревожнее картина. Оказывается, часть японской металлургии V века развивалась быстрее, сложнее и локальнее, чем должны были бы позволить старые схемы. Некоторые печи не похожи на ожидаемые образцы. Некоторые доспехи выдают скрытую конкуренцию элит. Некоторые мечи выглядят как политические документы, записанные золотом по железу. А некоторые производственные цепочки наука все еще не может восстановить до конца, хотя данных стало намного больше. И это не мистификация. Это реальная документальная история о 6 металлургических секретах Японии V века. Когда технология распространяется быстро, наука обычно ищет прямой источник и прямую цепочку передачи. Но японское железо V века не всегда дает такую удобную цепочку. Часть остается предметом реконструкции и спора. Именно это я и буду отмечать по ходу, чтобы не превращать археометаллургию в дешевую мистику. Потому что настоящая странность здесь научная, а не сказочная. Когда огромные сети железа возникают раньше, сложнее и разнообразнее, чем мы ожидали, это уже само по себе сильнее любой легенды. Так что сейчас перед нами не история про невозможное. Перед нами история про то, как реальная наука все еще догоняет японское железо эпохи Кофун. Крупнейшие железообрабатывающие памятники периода Кофун в префектуре Осака находятся в Агата и Мори. Проект Беркли подчеркивает, что там десятилетиями находили большие объемы кузнечного шлака и остатки очагов. Значит, перед нами не случайные кузницы, а крупные производственные зоны. Если прислушаться к этим данным, становится ясно. Проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Главная проблема в том, что сами мастерские сохранились плохо. Поэтому основной рассказ о технологии приходится собирать буквально из шлака. Это уже делает реконструкцию сложнее и интереснее обычного раскопа. Для зрителей это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Исследователи использовали методы, разработанные французскими археометаллургами. Новые анализы позволили связать разные типы кузнечного шлака с разными видами ковочных операций. То есть шлак начал говорить не только о факте работы, но и о ее последовательности. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Это важный сдвиг для науки. Теперь можно точнее восстанавливать диапазон операций на каждом участке, а значит сравнивать мастерские не по догадкам, а по технологическим следам. Чем точнее анализ, тем осторожнее приходится говорить громкие слова вроде «не может объяснить». Агата и Мори оказались похожи не во всем. Проект отдельно говорит о контрастах в технологиях железообработки между двумя площадками. И это уже намекает на разные ремесленные традиции или разные функции мастерских. Но осторожность не делает сюжет слабее. Наоборот, она показывает реальную цену каждого вывода. Кроме шлака, в анализ включили новые радиоуглеродные даты и данные по древесному углю. То есть исследователи смотрят не только на металл, но и на топливо. А топливо в древней металлургии часто рассказывает о производстве не меньше, чем сама руда. И, пожалуй, самое интересное здесь то, что сложность рождается из конкретных следов, а не из красивых легенд. Особенно интересно, что проект говорит о различиях в топливных предпочтениях. Это связывает металлургию с местными лесными ландшафтами. Выходит, мастерская была встроена не только в политику, но и в экологию региона. Если прислушаться к этим данным, становится ясно. Проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. И вот здесь возникает секрет номер один. Мы видим масштаб, видим шлак, видим разные технологические профили. Но полная организация труда этих комплексов все еще реконструируется, а не считается закрытым вопросом. Для зрителя это может звучать как загадка,
Но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. По-человечески это звучит так. Наука уже знает, что эти центры были сложнее, чем казалось раньше. Но она все еще догоняет внутреннюю логику их работы. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Экспериментальные исследования по технике выплавки и рафинирования железа в период Кафун дали неудобный результат. Для северной части Кюсю предполагается существование печей, которые могли производить чугун. То есть металлургическая линия могла быть более сложной, чем простое получение ковкого железа. Если прислушаться к этим данным, становится ясно, проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Если продукт был высокоуглеродистым, его нельзя было просто взять и ковать, как обычный кусок железа. Исследование прямо говорит, что такой металл нужно было обезуглероживать перед кузнечной обработкой. А это уже требует отдельного технологического шага и отдельной компетенции. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Самое важное здесь датировка. Печь для такого рафинирования, по данным проекта, появляется уже во второй половине V века. Для исторического воображения это очень сильный момент. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Получается, мастера не просто плавили железо. Они управляли качеством металла через последовательность процессов. Именно так начинается настоящая технологическая зрелость. Чем точнее анализ, тем осторожнее приходится говорить громкие слова вроде «не может объяснить». Структура печей в северной части Кюсю отличалась от печей горного района Чугоку. Это тоже отмечено в исследовании как принципиальная разница. Значит, даже внутри архипелага не было одной единственной схемы железоделания. Но осторожность не делает сюжет слабее. Наоборот, она показывает реальную цену каждого вывода. Еще один важный вывод касается сопоставления с Корейским полуостровом. Исследование подчеркивает большую разницу в конструкции печей между Японией периода Кафун и Кореей. То есть обмен технологиями был сложнее, чем простое копирование конструкций. И, пожалуй, самое интересное здесь то, что сложность рождается из конкретных следов, а не из красивых легенд. Авторы проводили и сравнительные эксперименты с корейскими печами и печами для рафинирования. Они показали, что разные конструкции могут приводить к разным путям получения металла. Для науки это означает, что одна и та же функция не обязана иметь один и тот же археологический облик. Если прислушаться к этим данным, становится ясно, проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. И здесь рождается второй секрет. Во второй половине V века японские мастерские уже оперировали схемой выплавка, рафинирования, ковка. Но скорость и маршрут распространения этой схемы по регионам все еще обсуждаются. То есть мы видим уровень техники, но еще не видим всю карту ее движения. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Это как смотреть на готовый механизм без полного руководства по сборке. Наука уже доказала, что механизм был сложным, но все еще собирает по деталям, где именно и как быстро его научились запускать. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Современная история татара часто уводит зрителя сразу в Средневековье. Но источник 2024 года напоминает, происхождение печи для железоплавки татара уходит к середине VI века, в поздний период Кафун. Это чуть позже нашего V века. Но без этого шага картина столетия остается неполной. Если прислушаться к этим данным, становится ясно, проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Особое значение имеют коробчатые печи региона Кюгоку. В статье сказано, что они сильно отличаются по форме, размеру и технологии от печей Корейского полуострова того же времени. Для историка техники это уже красный флаг против слишком прямых схем заимствования. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции.
Автор подчеркивает еще жестче. Эти печи не были установлены под прямым влиянием полуострова. Предлагается другая модель происхождения. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Согласно статье, коробчатая печь родилась из слияния местных кузнечных техник региона Тюгоку с новыми металлургическими решениями. То есть это не копия, а гибрид. А гибриды почти всегда труднее восстанавливать по одной линии влияния. Чем точнее анализ, тем осторожнее приходится говорить громкие слова вроде «не может объяснить». Именно здесь появляется третий секрет. Мы знаем, что к позднему Кофуну рождается печь, резко не похожая на корейские аналоги. Но точная цепочка шагов от кузнечного очага к такой печи все еще реконструируется. Но осторожность не делает сюжет слабее. Наоборот, она показывает реальную цену каждого вывода. Это важное различие между мифом и наукой. Наука не говорит «мы ничего не понимаем». Она говорит, что видит итоговую форму, но еще спорит о траектории ее рождения. И, пожалуй, самое интересное здесь то, что сложность рождается из конкретных следов, а не из красивых легенд. Статья также отмечает характерную черту эксплуатации. У такой печи было много точек наблюдения за ситуацией внутри во время плавки. Значит, управление процессом строилось на постоянном чтении хода плавки, а не на слепом повторении ритуала. Если прислушаться к этим данным, становится ясно. Проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Если перевести это на простой язык, мастер не просто кормил печь топливом, он непрерывно следил за ее поведением. А значит, перед нами культура тонкой операционной настройки. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Именно поэтому позднекофунская печь важна для понимания V века тоже. Она показывает, что к рубежу эпох в Японии уже существовала среда, способная превратить внешнее влияние в собственную металлургическую систему. А такие вещи не возникают из пустоты за один сезон. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Долгое время считалось, что железные доспехи периода Кофун почти целиком производились и распределялись властью Ямато. Но исследование систем производства и распространения доспехов показывает картину сложнее. И для V века это особенно заметно. Если прислушаться к этим данным, становится ясно. Проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. В ранней фазе производства железных пластинчатых доспехов от IV до начала V века монопольная роль центра действительно просматривается. Исследование прямо связывает это с демонстрацией статуса элит. То есть металлургия здесь работала как политический фильтр. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Но затем происходит перелом. С середины V века и до его конца несколько групп уже производят и распространяют железные доспехи в своих интересах. Это уже другая экономика железа и другая политика мастерских. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Автор выделяет 5 фаз развития. В 4 и 5 фазах становится ясно, что существует несколько систем производства железных кирас, а значит несколько мастерских или несколько технологических центров. Чем точнее анализ, тем осторожнее приходится говорить громкие слова вроде «не может объяснить». Это видно не по одному украшению, а по деталям конструкции. Исследование сравнивает размеры деталей и число заклепок в одном доспехе. Постепенно различия между темами становятся все более отчетливыми. Но осторожность не делает сюжет слабее. Наоборот, она показывает реальную цену каждого вывода. Распределение находок тоже говорит само за себя. Некоторые типы чаще концентрируются в определенных регионах, хотя в целом лежат в зоне влияния Ямато и даже на юге Корейского полуострова. То есть сеть железа была шире и менее централизована, чем казалось раньше. И, пожалуй, самое интересное здесь то, что сложность рождается из конкретных следов,
а не из красивых легенд. И здесь рождается четвертый секрет. К середине и концу V века железный доспех перестает быть простой печатью центра и начинает отражать интересы разных элитных групп. Это означает скрытую конкуренцию мастерских и каналов снабжения. Если прислушаться к этим данным, становится ясно. Проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Наука уже видит этот сдвиг достаточно уверенно, но точный механизм, как именно отдельные мастерские получили автономию, все еще восстанавливается по типологии и распределению. Иными словами, металл уже рассказал о распаде монополии, но еще не до конца рассказал о своей новой политике. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Если смотреть на это глазами зрителя, момент почти кинематографический. Один и тот же металл перестает быть только символом ранга и начинает работать как инструмент нескольких центров силы. И для истории V века это один из самых недооцененных поворотов. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Пятый секрет Японии V века хранится не в печи, а на поверхности меча. Знаменитый меч из кургана Инараяма датируется V веком и несет 115 знаков золотой инкрустации. Это уже не просто оружие, а текст на железе. Если прислушаться к этим данным, становится ясно, проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Музей Сакитама объясняет, что в надписи упомянут так называемый год Синьхай, обычно интерпретируемый как 471 год нашей эры. Там же фигурирует имя Бакатакеру, которое связывают с императором Юряку. Получается, металл здесь соединяет ремесло, генеалогию и власть. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Есть и другой пример – меч из Это Фунаяма. Tokyo National Museum описывает железный меч с серебряной инкрустацией на 75 знаков, а также изображение птицы, рыбы и лошади. Это снова высокий уровень работы по железу и драгоценному металлу. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Для документалиста здесь особенно важно не впасть в романтику меча. Главное чудо не в самурайском ореоле, а в технологии и функции предмета. Перед нами железный носитель политической информации. Чем точнее анализ, тем осторожнее приходится говорить громкие слова вроде «не может объяснить». Такие мечи показывают, что в V веке японские элиты уже оперировали очень точной металлообработкой и сложной программой статуса. Надо было изготовить сам клинок, подготовить поверхность и выполнить инкрустацию так, чтобы надпись читалась. Даже без лишних украшений это высокий уровень контроля над материалом. Но осторожность не делает сюжет слабее. Наоборот, она показывает реальную цену каждого вывода. Tokyo National Museum отдельно подчеркивает, что железные мечи в Японии развились необычайно сильно, и это связывают с популярностью мечей с надписями в обществе периода Кофун. То есть речь не об одиночной аномалии. Речь о культурной среде, где металл мог стать архивом власти. И, пожалуй, самое интересное здесь то, что сложность рождается из конкретных следов, а не из красивых легенд. И вот здесь возникает пятый секрет. Мы видим результат. Золото и серебро врезаны в железо. Надписи работают как политические заявления. Но точные маршруты передачи такой техники между мастерскими все еще читаются по обрывкам, а не по готовому учебнику. Если прислушаться к этим данным, становится ясно. Проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Проще говоря, вещи сохранились лучше, чем инструкции к их изготовлению. Наука уже умеет датировать, сравнивать и контекстуализировать эти мечи, но она все еще восстанавливает повседневную механику той мастерской точности, которая стояла за такими предметами. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. И это один из лучших примеров того, как железо в V веке перестает быть просто металлом. Оно становится средством записи,
демонстрации и закрепления порядка. А такие предметы всегда говорят о технологии больше, чем сначала кажется. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Шестой секрет – самый тихий, но один из самых фундаментальных. Чтобы понять металлургию V века, мало знать форму меча или печи. Нужно еще понять, откуда пришло сырье и как именно его подготавливали. Если прислушаться к этим данным, становится ясно. Проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Работа 2020 года по воспроизведению татара с использованием камакурского железного песка напоминает важную вещь. В древней Японии сталеплавильное производство практиковалось по всей стране, а позже сократилось до отдельных зон вроде Акуидзума. Значит, ранее карта знаний была шире, чем поздняя историческая память. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. Авторы не просто переплавляли сырье ради красивого опыта. Они искали метод оценки района происхождения железного песка, использованного для древнего производства. И это уже вопрос не романтики, а научной трассировки цепочки поставок. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой. Параллельно инженерные исследования низких печей для железного песка показали, что результат сильно зависит от сочетания трех факторов. Реактивность древесного угля, основность железного песка и структура печи с формой. Меняешь одно и получаешь другой металл. Чем точнее анализ, тем осторожнее приходится говорить громкие слова вроде «не может объяснить». Это звучит почти банально, пока не понимаешь последствия для археологии. Если небольшие конструктивные различия меняют выход железа, стали или чугуна, то один и тот же тип шлака уже нельзя читать слишком грубо. Каждая печь становится почти отдельным уравнением. Но осторожность не делает сюжет слабее. Наоборот, она показывает реальную цену каждого вывода. Именно поэтому происхождение сырья остается таким трудным вопросом. В одних регионах могли работать с железным песком, в других — с иными источниками, а часть металла могла приходить уже в полуготовом виде. Единая схема здесь опасно упрощает реальность. И, пожалуй, самое интересное здесь то, что сложность рождается из конкретных следов, а не из красивых легенд. Для V века это особенно важно, потому что тогда еще только формировалась большая карта центров силы и ремесла. Кто контролировал сырье, тот во многом контролировал и вооружение, и инструменты, и символы статуса. Но проследить такую цепочку спустя 1500 лет чрезвычайно трудно. Если прислушаться к этим данным, становится ясно, проблема не в нехватке находок, а в нехватке прямых инструкций из самой эпохи. Вот почему шестой секрет звучит честно и строго. Наука уже знает, что раннее японское железоделание было шире, подвижнее и чувствительнее к сырью, чем поздние стереотипы о татара. Но она все еще учится уверенно привязывать конкретный металл к конкретному месту происхождения. Для зрителя это может звучать как загадка, но для науки это нормальная работа на границе уверенности и реконструкции. И, возможно, именно здесь скрывается главный вывод всего сценария. Чем больше мы узнаем о японской металлургии V века, тем меньше она похожа на линейную историю одного изобретения. Скорее, это сеть локальных решений, внешних влияний и очень точные работы с материалом. Именно в такие моменты археометаллургия выглядит особенно сильно. Она спорит не словами, а шлаком, углем и микроструктурой.